Иногда я от вичуберов просто вах. Виртуальные стримеры — это не только мейнстримные аниме-девочки, которые поют, смотрят беременна в 16 и играют в игрульки. Если копнуть поглубже, можно найти таких креативщиков, что хоть сто, хоть падай. Сегодня мы снова поговорим про необычных вичуб, но эти стримеры будут опаснее для человечества, чем все прошлые. Ведь на их стороне сила Господа, аниме и науки! Сегодня нас ждут инженеры, химики, программисты и прочие бойцы бесконечной войны технарей против гуманитариев. Так что готовьте тетрадки и натяните повыше свои пифагоровые штаны. Ведь сегодня мы вступаем в контакт с истинными вичуберскими учеными. А они публика уважаемая. Даже несчастные случаи со взрывами у них происходят не так уж и часто. Иногда только. Поэтому, чтобы не упасть в грязь лицом при первом контакте с великими умами, нам всем не помешает получить качественное образование. Но не переживайте, первый шаг на благородном пути безумного ученого — это успешная сдача ЕГЭ и ОГЭ, и с этим вам поможет Сотка. Они готовят с любого уровня до высших баллов, и подготовка ведется по всем 4 предметам в одном месте. В адекватном темпе, без стресса, а на связи с каждым учеником есть персональный помощник и доступ к вебинарам с психологом. Среди выпускников онлайн-школы уже более 370 тысяч ребят, и каждый третий, кто подтвердил баллы, сдал экзамен на 80+. Откуда ж такие результаты? В Сотке работают эксперты ЕГЭ с реальным, многолетним опытом, регулярно выпускающие из-под своего крыла 100-бальников. Их секрет в практике, а не в сухой теории. Учеников готовят основательно. Они ежемесячно решают пробники, чтобы оценить свой прогресс, и даже имеют персональных помощников, которые всегда готовы прийти на выручку. А начать готовиться можно уже сейчас, чтобы точно все успеть. Первый вводный урок совершенно бесплатный. Подготовка по всем 4 предметам всего от 2990 рублей. И чем раньше вы начнете, тем дешевле она обойдется вашему кошельку и вашим нервам. А с моим промокодом SOYBURG на экране можно получить скидку еще 8% сверху. Переходите по ссылке в описании или QR-коду и сдавайте экзамены на Сотку. Ну шо, пацаны, наука? Доктор Мантия Нова! На открытие года для меня, серьезно. Я именно ее трансляции почему-то смотрю чаще всего. Нова чокнутая, и мне всегда интересно, какую идею она вытащит из своей больной головы в этот раз. Но немножечко отмотаем назад. Нова состоит в маленьком агентстве V4 Mirai, и она запускалась с довольно рофильным поколением Луналия, в котором вообще-то все с какими-то фишками. Например, там есть привидение со страстью к писательству фанфикшена и актерству голосом. I mean, what's a 3D concert? And what the fuck is a VTuber? В каждом уважающем себя вичуберском агентстве традиционно водится эксперт по ASMR, и тут за него отвечает буквально демон сонного паралича. Забавная идея на самом деле. В том числе она практикует то, что я называю ASMR карательный. У Рэм есть такие потрясающие шедевры стриминга, как ASMR лоботомия, работаю на фабрике динамита ASMR, умираю в клеевой мышеловке, и даже 3D ASMR аниме-девочка милым образом извлекает твои органы на продажу. Врать не буду, я никогда ASMR не понимал, так что оценить не могу. Но звучит многообещающе. Также в Луналии была ведьма с сильным интересом ко всякой страшной паранормальной хоррор-срани. Mostly you wouldn't survive because basically they would stretch your muscles to the point that they would just tear and rip and would become like absolutely useless. Also, it wasn't fully banned until like the 1980s when the UN was like, maybe you should stop this, which is kind of weird that people were just doing this for a very long time. But I will say, it kind of looks nice, right? I feel like it would give you like a really good stretch. Набор редфлагов, а не женщина. И закругляет поколение безумный ученый без всяких глупостей, типа соблюдения техники безопасности и здравого смысла, которые могли бы сковывать ее фантазию. Если вы думаете, что безумный ученый это просто образ, как у всех других вичуберов, то... Нет, это, сука, ее авторский стиль. Понимаешь, Нова не стримит, она проводит... Эксперименты. Например, Нова собрала из случайных запчастей изоленты электрошок на таймере, который бил ее током, если она не могла решить пазл вовремя.
Она варила на стриме синие кристаллы, как в вашем любимом сериале «Доктор Стоун». Вот она готовит блинчики из Gamer Subs. Это типа такой порошковый энергетик. Somehow they're really good. И на блинчиках список ее кулинарных преступлений далеко не заканчивается. Знаешь, не ньютоновскую жидкость. Прикольное вещество. Хоть оно и жидкость, но чем больше силы ты к нему применишь, тем оно тверже. Доктор Нова однажды сварила не ньютоновский суп. Согласно Женевской конвенции, это не суп, а скорее орудие пыток, но результат эффектный. This is soup. It smells like chicken soup, which is terrifying. I only want to eat food that I can also punch. That's so cool. Have you ever tried licking a wall? Okay, imagine that, but the wall also tastes like chicken. Также доктор известна как изобретатель моего любимого кухонного инструмента ложкадрели. Помощник любой хозяйки, кстати, можно очень удобно размешивать свой чай, налитый в болгарский перец. Кроме того, у Новой есть серия стримов про самые угарные теории заговора. У нее есть полноценная часовая лекция с PowerPoint-слайдами на тему Еоя. И как жемчужина на короне науки среди самых популярных стримов на ее канале числится ASMR-колоноскопия. Что не так с этими ASMR-ами? Доктор Нова, блин, серьезный ученый. И каждый раз, когда она выдумывает какую-то отбитую срань, я смотрю с восторгом на разворачивающийся ад. Месяц назад у нее появился еще и фантастически крутой 3D-аватар. Пишу так, это мой любимый 3D-образ среди всех витюберов вообще. Она в смирительной рубашке, потому что, а поэтому импровизированными руками вот этими управляет Веном Заяц на ноге по имени Антонио. Если это не круто, я не знаю, что такое круто вообще. Даже относительно простые стримы она исхитряется как-то креативно обставить. What the fuck? May my Oshi have a prosperous new year. If any of you graduate, I'm throwing myself off a fucking building. I cannot deal with this anymore. Please, no more. It's been such a fucking rough year. Do not graduate. I'm manifesting the fuck out of this. Amen. У Новы офигенный авторский стиль шального ученого. И я всегда прихожу к ней на трансляцию, всегда без понятия, чего ожидать. Это потрясающе. Но я бы хотел поговорить немножко о компании, в которой она работает, раз уж мы здесь. У меня есть теория, что она работает в компании, которая отмывает деньги для якудзы. И добро пожаловать в мой TED-ток на эту тему. Как я говорил, доктор Нова входит в агентство Вифо Мирай, которое в свою очередь часть японского холдинга Brave Group Incorporated. И Brave Group — это компания с мутной репутацией. Чем больше я пытался изучить Brave, тем меньше понимал. Со здоровяками типа Hololive и Niji-Sanji все четко, потому что они публичные компании на токийской бирже и вынуждены постоянно отчитываться перед инвесторами. И я не инвестор, но даже у меня на жестком диске куча финансовых отчетов, что тех, что других, потому что у меня больная тяга к табличкам. Но у Brave такой прозрачности нет. А по косвенным признакам я вообще не выкупаю, как они работают. У них вполне приличный штат. У них много офисов. У них неплохое финансирование и даже крупный привлеченный капитал. Но, судя по новостям, они убыточны уже несколько лет. Несмотря на убытки, многие сторонние компании все еще выстраиваются в очередь, чтобы делать им внушительные финансовые инъекции. По моим дилетантским прикидкам, тут два варианта. Либо они подающая надежды растущая медиакомпания с охренительным даром убеждения, и рост в данном случае важнее прибыли. Либо они продают синие кристаллы доктора Новы, а агентство аниме-девочек — это прикрытие для отмыва денег японской мафии. И как бы шутки шутками, но я правда не понимаю, как они заслужили такое доверие у инвесторов. У них регулярно какая-то срань с менеджментом. И в плане витуберских проектов никакой стабильности, чистый рандом. У Brave есть довольно успешные дочерние агентства типа Виспа, о котором я в том числе говорил в ролике по подсказке. Если вкратце, то я думаю, что у Виспа хороший потенциал. Они выдают очень неплохие показатели и занимают интересную, почти свободную нишу VTube киберспортсменов. Но у тех же Brave бывали и полные трагедии, после которых менее удачные компании могли бы схлопнуться давно. Позвольте я чуть-чуть расскажу про Game Club Project, одно из их бывших агентств, чтобы вы заценили высокую квалификацию менеджеров Brave и поняли, почему я так настороженно отзываюсь о компании. Game Club Project были довольно забавной группой из 4 витюберов-геймеров с флером маленького школьного клуба, что, довольно прикольно. Но спустя год работы стало известно о вербальных оскорблениях, переработках, проблемах с управлением и прочих традиционных признаков старого доброго закулисного кластерфака. На этом не закончилось. Сам генеральный директор компании признал
признал проблему, лично пообещал разрулить ситуацию и намекнул, что Game Club Project возобновят работу и все будет хорошо. Здорово! Большой молодец! И он не соврал, спустя пару месяцев они правда вернулись. Но только с другими, людьми за аватарами! С другими людьми! Как только человечки стали неудобны, их чик и убрали. В Якудзе незаменимых нет, вот и думайте. Когда люди, мягко говоря, охренели от того, что их любимые вичуберы начали говорить другими голосами почему-то, они подняли такой шум, что компания даже поменяла название, чтобы избавиться от негативного флера. Да, раньше они назывались иначе. И такие истории иногда случаются под крылом Brave Group. На днях вон тоже из-за бед с менеджментом схлопнулось еще одно агентство. То есть у них есть вполне успешные проекты, я не отрицаю, но и имиджевые катастрофы — обычное дело. И мое мнение, Brave Group чуть-чуточку неоднозначное. Я не знаю, откуда они берут деньги, насколько их хватит, без понятия, что ожидать от их менеджмента. В любой момент Нова может начать рассказывать, что менеджер тянет из нее жилы, и никто не удивится. Справедливости для, внутри Brave большой разброс качества агентств. По сути, многое зависит не от центра, а от работяг на местах. И Вифо Мирай вроде как показывает себя вполне хорошо и уважаемо. Одна вещь меня особенно подкупает. Первые два поколения Вифо Мирай суперсильными не были, они не смогли привлечь массового зрителя. Но Brave не кинули агентство на произвол судьбы и не уволили Вичуб. Напротив, они решили агентство чуть-чуть переосмыслить. И третье поколение, в которое и входит Нова, стало как бы софт-трибутом. У них появился крутой узнаваемый визуальный стиль, адекватное количество рекламы, и каждый вичубер был с каким-то приколом. Поэтому некоторая надежда на светлое будущее Доктора у меня есть. Возможно, кто-то внутри Мирай понимает, что делает. Дай бог. У Новы потихоньку растет аудитория. Она почти добрала до серебряной кнопки. И я жду не дождусь увидеть, какой кошмар она обрушит на мир, когда наконец-то доберется до 100 тысяч подписчиков. Хочется верить, что Brave Group направит побольше усилий в продвижение Вифо Мирай и не зароет в землю потенциал такого самобытного вичубера. Предлагаю ненадолго отвлечься от естественных наук. Ближе к концу видео их и так будет с огромным избытком. Там у нас человек страшный. Давайте перейдем к программированию. Я хочу немного рассказать про Twitch-стримера, каждая трансляция которого — это шедевр интерактива. В 2014 году на Твиче появился канал, который совершил маленькую революцию в стриминге. Это был канал Twitch Plays Pokemon. И там, собственно, Twitch играл в покемонов. Игра вылавливала команды из чата и выполняла их. И на тот момент это было большое дело. На стриме сидело одновременно 100 тысяч человек. И все хотели узнать, как же далеко они смогут зайти. Смогут ли они одолеть игру, каждый шаг в которой — это пытка и агония, а чат несется, как Усейн Болт. Это был интерактивный стрим, открывший миру жанр интерактивных стримов. Сейчас идея Twitch Plays загнулась, это было весело в первый раз, но быстро устарело. Однако, благодаря той самой совместной игре в покемонов, люди осознали, что зрители могут влиять на поток, и возможности стриминга ограничиваются на самом деле лишь фантазией. В 2020-м, когда витуберы стали широко распространенным явлением, появился Шиндикс, который решил, что витубинг и интерактив вообще-то отлично дополняют друг друга. Он начал изучать разнообразные технические инструменты, которыми пользовались стримеры и витуберы, и начал потихоньку с ними экспериментировать. Хотя его первый крупный стрим вообще-то был довольно простеньким в техническом смысле. Во времена, когда Blizzard было ого-го, люди жестко хайповали BlizzCon, ежегодное мероприятие, посвященное играм студии. Но в 2020-м, как вы понимаете, это было онлайн-мероприятие, потому что корона. Соответственно, не было и традиционного автопати в лобби отеля Hilton. И Шиндикс сделал стрим, где зрители были как бы посетителями виртуального Хилтона. Они отыгрывали, что приносили пиццу для гостей, заказывали выпивку на баре, ну и всякое такое. Простенько, но забавно, людям было весело что-то такое отыгрывать во время трансляции. По-настоящему формат засиял, когда Шиндикс дал своим зрителям text-to-speech. Но не просто text-to-speech, а с приколами. Технология стара как мир, и многие витуберы ее применяют. Делают себе какого-нибудь милого маскота и дают ему возможность время от времени говорить, например, за битсы Твича. Шиндикс, однако, с этой технологией нащупал интересную идею, которая раскрывается тем сильнее, чем больше ты смотришь его стримы. Смотри, чат — это не жабка, которая говорит ерунду.
Чат — это несколько жабок, которые говорят ерунду. И на самом деле это в корне меняет дело. Это работает следующим образом. При заходе в чат зрителю назначается одна из 3 жабок, например. И за одной такой жабкой одновременно закреплена часть зрителей. Поэтому у каждой жабки может быть, во-первых, свой характер, в зависимости от того, насколько отбитые черти сидят за конкретно этой жабой в данный момент. Ну и плюс к тому они могут общаться как бы между друг другом, холиварить и так далее. Вот, например, партия в ДНД с чатом, чтоб стало чуть-чуть понятнее. Well, welcome to the tavern. Can I light your beard? No. We want to fight dragons. You seek to slay the dragon. Well, you are centuries late. Have you not heard the legends of the dragon slayers? Stab the bartender. Guys, don't stab the bartender, please. No. Please give me gasoline. We need to have a talk. Do you think gasoline exists in the medieval times? I want to hear your answer. I want to hear. No. Exactly. Yes. Кайфовая работа с переключением сцен, реквизитом, общение с чатом, шальные жабы на зрителях, интересные идеи для трансляций и куча интерактива. Это все Шин. Как вам, например, стрим, где из чата выбиралось 5 зрителей, а остальные должны были вычислить среди них ведьму, которая постоянно ломала стрим своими колдовскими силами. Did I mention I like turtles? Turtle can go f themselves too. What? Whoa! Order! I'm not spewing profanity. I'm from New Jersey. Kudo speaks in tongues. They are a witch. Kudo is from New Jersey. Burn them. That's a fair enough strategy. God, I need these lights to stop. Vote who you think is the witch. El Bozo Kudo. Y'all just hate New Jersey. You guys got the wrong witch. Just saying. They were definitely the witch. There's no doubt about it. The witch still lives among us. Are you sure? Back to the courtroom! А стрим, где одни зрители пытались пройти в Артстоцку, пока другие выдумывали все новые и новые долбанутые правила и законы. А как же полноценная стрим-игра, где зрители тренировались и соревновались в беге аки-девочки-лошади. А что скажете про стрим, где зрители были гаражной рок-группой и играли на инструментах, нажимая всякие кнопки, чтобы в итоге выступить на концерте со своим хитом? Самое смешное, что чат в итоге реально научился играть вполне себе сносно каким-то образом. Oh my god. Это ж просто охренительно. Я даже половину его уморительных идей сюда в ролик поместить не смогу, но каждая его трансляция — это хитро запрограммированный анал-карнавал с забавными игровыми механиками и намеренно допущенными возможностями сломать трансляцию, потому что это весело. А чат ведет себя как непредсказуемый и ударенный в голову, но очень смешной соведущий. Ну и кроме того, уж и на клевый твиттер. Он же X, он же злая запрещенная бездуховная социальная сеть, которая даже не ловит на парковке. В своем твиттере Шиндикс занимается тем же, чем и я сейчас. Подсвечивает прикольных стримеров с интересными идеями, оформлением и техническими решениями. И сейчас мы обсудим еще одного такого. О, я о нем давно хотел рассказать. У нас сегодня был безумный ученый широкого профиля и весьма креативный программист. Пришло время поговорить про самую страшную специальность. Про инженера. Я даже не знаю, с чего начать здесь. Окей, во-первых, UvaSlabs ходит немножечко по грани тематики моего канала, ибо он гораздо менее виртуальный, чем многие виртуальные ютуберы. У него значительная часть угара происходит на IRL стримах, но Ува не светит лицо и использует PNG-аватар. Его даже номинировали на лучшего технического вичубу на VTuber Awards от Филиан. Так что считается. Во-вторых, заранее заострю внимание, что у него есть профессиональные сертификаты по производственной, пожарной, электро- и химической безопасности. Так что все, что вы увидите, сделано профессионалом, хоть так и не будет казаться со стороны иногда. Не вздумайте повторять всю эту срань, что видите на экране. У дяденьки огромный опыт и печень. Ну и в-третьих, да, UvaSlabs — это инженер, химик и алкоголик. И если это сочетание вас не пугает, то очень скоро начнет. Он строит пугающие девайсы, которые управляются чатом в реальном времени.
создает устрашающие электрические цепи. Oh. Well, we found the limit. И использует опасные материалы в своих работах. Типа опасные. This is my handy Geiger counter. I use it on a lot of different streams. But I have a radioactive sample. I can go... You see? I am going to faithfully recreate the radioactive Boy Scouts reactor. Ожидали ли вы такой уровень науки, когда нажимали на видео? Но важно то, что он настоящий инженер. А инженер строит практичные вещи, которые нужны человечеству. Например, микроволновку, охлаждающую пиво. Где бы мы были, если бы изобрели ее раньше? Его эксперимент по приготовлению лава чикена из Майнкрафт-фильма — это маленький шаг для технаря, но огромный для всего человечества. А его компьютер, работающий на бензине, я уверен, поможет нам пережить пугающий мир будущего без электричества. Ну и кроме того, не знаю, его выражение хоть цитатник ВК добавляй, чел уморительный. It's secured, yeah, it's secured by 3-hole screws. How could you ever think that it's anything but? The safest way to blow something up is with an airbag. Because it's violent enough to be funny, but it doesn't set off an actual explosive charge that can, like, blow your hand off. Единственное, наверное, что может служить минусом, это то, что в вичуберском комьюнити у Воя неоднозначная репутация. Кому-то это наоборот плюс, чё уж греха таить. К нему у людей сложилось сложное отношение, потому что он подает смешанные сигналы. Время от времени он говорит, что вичуберов как явление недолюбливает. Иногда, наоборот, хвалит и всячески дружит с ними. При этом сам является частью тусовки, смотрит VTuber Awards, общается с Филиан, девчонками из Face Connect и много с кем еще. Но позволяет себе демонстрировать пренебрежение к многим крупным вичубам, зачастую нифига не понимая, кто все эти люди вообще. I like all VTubers, so... I'm not. I hate, like, most VTubers. There's too much hollow shit, man. Get rid of it. There are not this many clips of this woman on YouTube.com. You don't know who this is. I don't know this person, unfortunately. Korean. Он сознавался, что создавал плагины для хрома, заглушающие тех или иных вичуберов в коллабах. Проброс говорил, что одна из самых уважаемых вичубер-школа попала туда через кумовство, как и все остальные хололайверши. И вообще кричал, чтоб Хололайв проваливал нахрен с церемонии награждения. Абсолютно все было голословно и скорее как часть раздражения, что Хололайв в вичубинге как в каждой бочке затычка. И в целом, в основном, на вот это вот агентство вся его ненависть и была направлена когда-то. В принципе, он всегда гораздо сильнее уважал инди-сцену, чем крупных корпоратов, и никогда этого не скрывал. Большая часть хейтерских движух, типа создания этого плагина для заглушки, у него была еще до становления стримером, и ко многим вичубам он со временем сильно потеплел и даже проникся уважением. У людей может меняться мнение, и хейтить его до сих пор, по-моему, чересчур. Во крутой стример, и никому зла не хочет. Он хочет делать компас, который приведет его к светлому будущему. Bros! Guys! I think this is a liquor store. Let go! Совсем скоро Новый год, мы успешно пролетели четверть века, и поездочка была та еще. Хочется, во-первых, присоединиться к пожеланиям доктора Новы. Please, no more! А во-вторых, пожелать, чтобы следующий год в какой-то веке стал лучше, чем предыдущий. Сколько можно уже? Все мы заслуживаем счастья, мира и науки, в конце концов. Спасибо огромное за просмотр. Спасибо гигантское великолепным, непоколебимым господам-бустерам. Перед праздничком хотелось выпустить более-менее традиционный субаркраб видос, потому что следующий обещает быть особенным. I don't wanna look for Christmas, there's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking, that's upon the fireplace. Santa Claus can make me happy with a joy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, baby. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep you waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to
just before sending. I won't even stay awake to hear this magic reindeer click. Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do?